Масоны – тайное общество, управляющее миром. А что здесь кровь на потолке делает? Нас пустили в самое сердце скрытого ордена. Какие тайны хранят масоны и евреи? Почему некоторые ненавидят евреев? Как так получилось, что 50% мирового списка Forbes занимают еврейские предприниматели? В поисках ответов мы отправились к раввинам, знатокам Торы, которые являются духовными наставниками для миллиардеров, и узнали все секреты еврейских богатств. Нам повезло. Мы смогли попасть в тайное масонское ложе. И нашим проводником в мир древнего ордена стал брат Ариэль. Ну, мне сказали по секрету, что это какая-то масонская ложа. Это правда? Ну, в принципе, да. Это правда. Это масонская ложа. То есть это то самое общество масонов, То самое про которое все говорят, что оно управляет миром? Ну, некоторые так говорят. Это интересная, конечно, конструкция. Все ищу, как им начать управлять, да, и вот никак не дойду до этой стадии. Вот. А вы тоже причисляете себя к этой группе? Ну, я не знаю, как я ли причисляю себя, но мои братья меня таким причисляют. То есть вы тот самый масон? Что такое тот самый? Ну, тот самый, о котором все говорят, с которым все хотят встретиться, но некоторых не знают. Но прежде чем мы продолжим знакомство с миром масонов и попадем в их святую святых, мы встретимся с раввинами и узнаем, кто же они такие. Я Павел. Игаль. Игаль. Вы раввин. Да. Давайте для тех, кто не знает, что означает раввин, что это такое? Кто это? Но на самом деле, да, раввин — это человек, который сдал определенные экзамены в разных областях и получил, СМИХа это получил возможность решать вопросы вот в этих областях. А что за области такие? Есть много областей. Кашрут, к примеру. Угу. Да, в кашруте есть миллионы вопросов. Давайте проясняй сразу для тех, кто не знает. Кашрут — это? Кашрут — это разрешенность и неразрешенность... правила питания. Правила питания. Теперь из-за того, что в жизни еврея очень важно то, что мы кушаем, и есть в Торе запреты, что можно есть, что нельзя есть, поэтому есть разные вопросы, которые у человека могут возникнуть. Кто может это решить? Раввин, который понимает в этой области. Консультант такой. Можно так сказать? Можно сказать, компания такая. С одной стороны, консультант, с другой стороны, после его вердикта, как, знаешь, вот все воры в законе, они пошли из иудаизма, как бы можно сказать. Да, это Одесса. Это все, то есть вся феня, очень многие фени, это из идиша пошли. Работаешь, да? Да, по фене. Что значит там шмон? Шмон от слова 8. 8 вечера обходили камеру. Халява. Что такое халява? В Одессе... Шмон, вы имеете шмонать? Шмонать. Что значит шмонать? Потому это что 8 вечера в тюрьме проверяли камеры. А шмона на иврите 8. И отсюда пошло шмонать. Халява. Откуда пошло слово халява? Откуда? В субботу, если ты надоел молоко у коровы, ты ее не можешь использовать. И ты должен отдать ее. Отдавали неевреям. Кричали халяв, молоко. Все слышали халява, приходили и брали халява — это от еврейского слова халяв — молоко, да. Правда ли, что секрет успеха евреев-миллиардеров в том, что за советом они обращаются к раввинам? Мы что хотим понять? Как так получилось, что население евреев на планете 0,2%, а открыв Forbes, мы видим, что половина, как минимум, это евреи? И первый вопрос. Это правда, что большинство мультимиллиардеров, они ходят к раввинам за советом, как принимать решения, как действовать, как двигаться дальше. И раввины выступают такими консультантами духовными для этих людей. Да, я слышал об этом. Я думаю, что это очень правильно. Были такие два братья, Иссахар и Звулун, который приводится в Торе. Звулун будет радоваться, когда он будет выезжать на моря, делать торговлю, а Иссахар будет радоваться, когда он будет сидеть в шатре. Эти два колена, они заключили как бы такое соглашение, что одно колено было колено, скажем, как у нас говорят, бизнесменов, которые будут ехать через моря, делать торговли.
и, как у нас говорят, зарабатывать деньги, а другое колено будет сидеть изучать Тору. И они договорились о таком взаимопомощи, что Звулун, который будет ездить на другие моря, будет заниматься торговлей, будет помогать Иссахар изучать Тору. За это Иссахар будет молиться для того, чтобы Звулун он мог процветать в своем бизнесе. Более того, говорит Мидраш, что Иссахар, когда он изучает Тору, половина изученной Торы, идет на счет Звулуна, который позволяет ему возможность изучать Тору. То есть это испокон веков, еще в самой Торе было заложено. И благодаря тому такой взаимопомощи, есть успех у обоих. Есть успех и у Звулуна, который успешно делает свой бизнес, и у Иссахара, который может изучать Тору, не думая, как говорится, о хлебе насущном. Сейчас мы спустимся в самую, наверное, одну из самых маленьких масонских лож, но очень важную. Чем она важна? Чем она важна? Во-первых, ее локация, а второе, что это единственная ложа внутри эзотерического масонства, где происходит посвящение в самые высокие градусы. Здесь назначаются национальные иерофанты. Это жрецы в разных странах. Да. Вау. И мы сможем туда зайти? Мы сможем туда зайти. Раз вы попросили. Мне уже страшно. Страшно? Меня там бить не будут? О, Господи. Это выглядит не шуточно. Вы что, правда, что ли, нас шуточно, но здесь и не шутки. А что же там внутри, увидим чуть позже. А скажи, пожалуйста, к тебе бывает, что обращаются люди из списка Forbes за консультацией? Или твоим друзьям-раввинам? Смотри, в любом случае много успешных людей, не знаю, если Мирил — это список Forbes, назовем это так, активные участники жизни общины, не только с финансовой точки зрения. Община же живет, в принципе, на дотации, да, на пожертвования. Потому что это планово-убыточное предприятие, мы ничего не продаем, да, но нужно содержать здания, платить охране, вода, свет, какие-то проекты, программы. Есть люди, которые помогают старикам, детям, не суть. То есть община — это и есть общак, община, люди помогают. Но общак, как у мафиози? Да. То есть синагога — это такой центр мафиози? Что ты сразу передергиваешь какие-то... Просто по-другому, цивилизованно. Просто люди сами заинтересованы в том, чтобы это общество и конгломерат существовал. У мафии также. У них общак, чтобы это общество... Я думаю, там, если думаешь, другие законы, отношения к деньгам и так далее. Они, может быть, другие, но зеркальные. Зеркальные, не знаю. С перевернутых ног на голову. То есть я про то, что человек, участник, он не просто спонсирует что-то, он и участник этой жизни. Он и пришел на этот праздник. Он сидел за этим столом и кушал ту же самую еду, которую он проспонсировал для всех остальных, не знаю, старичков или просто прихожан. Да? Он же и читает тот же самый свиток Тора, который он подарил в эту общину. Или что. То есть он активный участник жизни общины. То есть не просто, понимаешь, ради галочки. Поэтому человек, соответственно, так себя позиционирует. Он не приходит к раввинам за консультацией? Да, и, соответственно, он, если член общины, он, соответственно, конечно же, консультируется с раввином по тому или иному поводу. Какие вопросы они могут задавать? Разные. В основном связаны с этическими вопросами ведения бизнеса, в том числе. Конечно. Например? Разные. Вообще нужно понять, что есть ряд правил в Торе, прописанных с точки зрения бизнеса. Друзья, а вы знали, что по статистике во всем мире насчитывается 582 миллиона предпринимателей? Согласно исследованиям, во втором квартале этого года на 5 крупнейших маркетплейсах сделано более 400 миллионов заказов. А открыть свое дело проще, чем когда-либо. И если с тем, где реализовывать товар, понятно, то как понять, какой товар будет приносить высокий доход?
Важно изучить рынок и сделать глубокую аналитику. А как реализовать этот товар на Wildberries и Озон, научат в школе «Точка развития». В «Точке развития» с вами будут работать 22 наставника, которые сами являются опытными селлерами. Они поделятся знаниями и фишками внутрянки продаж на маркетплейсах. В школе развития вы узнаете, как определиться с товаром и выйти на маркетплейс за 3 дня, снизить расходы на рекламу и увеличить чек, а также как эффективно изучить своих конкурентов, усилить свой бренд и какие механики продвижения бренда использовать прямо сейчас. Обучение подойдет как для тех, кто только хочет открыть свое дело, так и для опытных предпринимателей. Переходите по ссылке в описании и выберите ваш товар для продаж с помощью калькулятора «Точка развития». Расскажите, пожалуйста, что есть такого в Торе или во всех учениях ваших, что помогает евреям быть настолько успешными на планете? Очень просто. Вот то, что только что вот Рав Гедалия говорил по поводу бизнеса. Да не воруй ты, не обкрадывай, не обманывай. Первая, самая простая вещь во время бизнеса. Не выкручивай все эти вещи. По-простому. Раз. Вторая вещь. Если говорить не о бизнесе, повседневной жизни, да не изменяй ты своей жене, не предавай свою семью. Понимаете? И не делай все вещи, которые из-за этого выгнаны были с этой земли все народы, которые здесь жили до евреев. Все виды разврата и другие извращения, которые были. И еще, кроме этого, ты хочешь, чтобы все у тебя было хорошо, так не делай другому то, что ты не желаешь самому себе. То, что сказал Раби Акива, известный еврейский мудрец. В этом вся Тора. А остальное, говорит, комментарий. Иди, правда, он его не забыл. Он сказал, дальше иди учись. Этому прозелиту, который хотел принять еврейство. То есть именно в повседневной жизни и понимается человек, кто он есть. Какой первый вопрос зададут человеку, который покинул этот мир и оказался на небесном суде? Какой? Вел ли ты честно свои дела? Был ли ты честен в бизнесе? Не соблюдал ли ты там кашрут, шаббат и прочие куча всяких заповедей, да? Был ли там ты верен? Нет. Вел ли ты честно свои дела? Это первый вопрос, который задают на небесах, и это написано черным по белому. Поэтому уже, глядя на это, можно понимать серьезность вопроса. Вопреки всем стереотипам и всему остальному. То есть вот эта идея, что надо отжать, чуть-чуть своровать, ни в коем тут случае. не заплатить. Это все идет вразрез вообще еврейскому мировоззрению, иудаизму, религии. Все, что вы видите на просторах интернета в обратную ситуацию, это ничто не есть, как антисемитские происки. Но есть такое убеждение у некоторых людей, Да. что как раз там богатые или успешные – это те, кто свои дела не совсем честно вели. Там, налоги не платили, воровали, отжимали, рейдерские захваты. Да. Слушай, есть ли такие? Наверняка и, безусловно, есть. Правильной точки зрения Торы? Абсолютно неправильно, максимально нет. Есть ли такие среди там неевреев? Да, безусловно, есть. Есть такие среди евреев, тоже найдется. Но это же не как-то не мерило, которое мы смотрим. Да? Нету плохих и хороших национальностей. Есть люди, да, которые ведут себя неадекватно, не связанными с национальным аспектом, понимаешь? Окей, то есть идея первая в том, что главное вести дела честно. Да, если мы говорим про дела, про бизнес. Окей. Сейчас мы находимся в масонской ложе. Каждый масонский храм по структуре образования масонских лож является своеобразным офисом храма царя Соломона. Масонство не религиозное общество. Масонство постигает вот это раскрытие потенциала человека с помощью символов. И символика внутри этой организации – один из важнейших аспектов. Каждая ложа, неважно, к какой ложе мы придем, самую большую или самую маленькую, она имеет единую конструкцию. Конструкция ложи начинается с вне, то, что определение ложи, да, это то, что находится за колоннами. Это средняя палата, это восток. В ней пребывают офицеры ложи, гости ложи и члены ложи. Кто является этими членами? Кто участвует во всех этих движениях? Масоны. Ну, что это за люди? Как правило, очень сложно определить. Если человек не представляется масоном, то это обычные люди, самые обычные люди.
Это может быть человек, который работает на каком-то предприятии, это может быть политик, это может быть бизнесмен, это может быть врач, это может быть адвокат. Самые обычные люди. Ну, ходят легенды про это общество, что это люди, которые собираются вместе, определяют судьбу мира, что произойдет, всякие заговоры. Это правда или нет? Я много лет состою внутри этой организации, скорее организации, да, потому что масонство не единая система. Да? В масонстве нет какого-то главного офиса, который управляет всемирным масонством, как и всемирного заговора масонского. Да? Скорее, в каждом государстве есть великие ложи, под ними есть обычные ложи, да? И масонство регулируется только взаимопризнаниями между структурами, ложами и так далее. Вот. И я очень много лет в этих организациях и до сих пор не увидел, как же управлять этим миром. Нет, масонство не для этого, на самом деле. Масонство — это саморазвитие, это возможность принести пользу этому обществу, много благотворительности. Это общество единомышленников, это социум, как любой иной социум. Окей. Как проходит у вас обряд посвящения? Тайна. Проходит тайна. Ну, вы не можете рассказать процедуру, с чем она состоит? Ну, процедура, на самом деле, менее, наверное, я могу рассказать о самом обряде. Это подход к самому обряду. Это возможность достучаться и войти в масонскую ложу. Да? Это система веками, да? На самом деле веками, отсеивание людей. Да? Это когда человек реально должен достучаться. Это реально нужно определить, что ему это нужно, в первую очередь. И второе, нужен ли он этому социуму? Сможет ли он гармонично существовать этим социумом? Сегодня, наверное, каждый человек может достучаться до масонской ложи, если ему это реально нужно. Что нужно делать? Есть какой-то веб-сайт, WhatsApp, куда писать? Раньше нужно было физически прибыть и достучаться, встретиться, да, там, с секретарем. Сегодня, да, заявку можно послать даже через веб-сайт. Ну, не факт, что на нее пореагируют, да, есть целая система, могут проанализировать личность так или иначе, но можно достучаться. Сколько сегодня людей участвует в сообществе масонов? По миру? Ну да. Вряд ли я смогу определить эту цифру. Она, я могу сказать только свое мнение, да, где-то в районе 2 миллионов человек. 2 миллиона человек? А в Израиле сколько? Ну, я думаю, что цифра где-то от 1,5 до 2 тысяч, не больше. 1,5-2 тысячи человек всего? Ничего себе. Либо масоны действительно не такие таинственные, как мы думали, либо они продолжают от нас что-то скрывать, и это все просто ширма. Но вернемся к секретам евреев. Выключай камеру, я пока все расскажу. Да, на самом деле, видишь, наш диалог не секретный абсолютно. И инсайт мы не дадим. Знаешь почему? Потому что любой человек может открыть Библию, она же Тора, Ветхий Завет, да, достаточно переводов на русский язык, и все прочитать. Но это, конечно, долго, скучно и мракобесно. Правда ведь? Да, религия, ой-ой. Все заложено там. Весь код и вся кодификация, весь секрет находится именно в истории еврейского народа, в Торе, в его формировании и духовных, этических и материальных ценностей. Первое. Давай. Первое. Богоизбранность евреев. Вычеркиваем это понятие из головы в плане негативной коннотации. Да? Еще раз. У евреев есть определенная задача, в этом и их избранность. Делать мир лучше. Тикун улам. И об этом написано тоже черным по белому в Ветхом Завете. То есть Всевышний выбрал евреев, чтобы они служили божественным делам. И из этого материального мира сделали место, где может обитать духовность, где может обитать Всевышний. Поэтому этим законом мы и пользуемся во всех вопросах, в том числе, конечно, в бизнесе. Во-первых, это союз, который заключил Всевышний с еврейским народом. Еврейские души, они источник их от самого Творца. И это не значит, что еврейский народ лучше или хуже других народов. Мы говорим, что если еврей поднимается, то выше небес, а если падает, то ниже, как это сказать, любой пропасти и любой глубины. То есть еврей может подниматься очень высоко, у него очень большие силы есть души, а может падать, как известно, опять же, по тем же самым силам, которые в него заложены, то есть очень низко, даже больше, чем не еврей.
Поэтому это личная внутренняя связь между евреями и Всевышним. Вторая вещь. Мы говорим, что если еврейский народ выполняет задачу, которую поставил Всевышний, то есть он не зря родился, этот человек. То есть есть смысл его жизни. И ради чего его душа спустилась в этот мир. И если он выполняет эту задачу, пусть не полностью, пускай с ошибками, как известно, что праведник 100 раз упадет, ну, то есть или 10 раз упадет, я уже не помню, да, и поднимается. То есть важно, что человек не останавливается, а умеет исправляться и двигаться дальше. У евреев есть свойство души никогда не останавливаться на достигнутом. Теперь, в чем эта особенность? Имеется в виду стремление ко Всевышнему, что еврей всегда пытается еще ближе приблизиться к Всевышнему. Иногда случается, что это не по ошибке еврея. Он родился в семье, которая не соблюдала, или он даже не знал, что он еврей. Он пошел в науку. У него эта жажда приблизиться, и он думает, что это приблизится к науке. Он получает доктора, ему что-то не хватает в душе профессора. То есть ему всегда что-то не хватает, он всегда пытается еще и выше чего-то достигнуть. Иудаизм объясняет, что это стремление ко Всевышнему. Иногда это стремление можно использовать и в материальных целях, как наука, искусство, культура. И вот это чувство тебе не даст остановиться на достигнутом, и ты всегда будешь продвигаться. Поэтому я слышал одно из объяснений, что евреи всегда пытаются еще выше подняться, чем они сейчас находятся. Из-за этого достигают больших высот в многих областях. Почему вокруг этого сообщества столько легенд и считается, что это какие-то злые дядьки, которые собираются в нарядах странных, сидят и заговоры заговаривают? Масонство не тайное общество. Масонство — общество с тайнами. Почему оно общество с тайнами? Потому что если бы мы, например, в Средневековье вышли на какую-нибудь площадь, да, и заявили бы: ребят, давайте мы вам о буддизме расскажем, скорее всего, этот день закончился бы на костре или на колу. Поэтому оно разработало целую систему общения внутри и стало закрытым обществом. И опять, оно не каждому человеку нужно. И мир, в принципе, любит придумать интересные легенды для того, чтобы что-то более или менее тайное. Ну, всегда во всем виноваты евреи и масоны. С таинственностью масонов вроде разобрались. Теперь хотелось бы узнать реальные лайфхаки еврейской мудрости, которые можно использовать в повседневной жизни. Ну, мы в сегодняшнем разговоре хотим немножко подсмотреть. Хотим постараться понять вот эти еврейские правила жизни, успеха, достижений. Вот какие есть основные пункты, которые я или любой наш зритель должны соблюдать, и это будет помогать им в деле. При этом я сейчас спрашиваю не про ритуалы, молоко с мясом не кушать, а то, что может применить в свою жизнь любой человек. Ну, я могу сказать о несколько таких вещей, если вы хотите, еврейских вещей. Допустим, сказано в Талмуде, как, благодаря чему мудрецы и бизнесмены Вавилона были богаты, благодаря тому, что они очень почитали и уважали субботу. Благодаря чему мудрецы иерусалимские были богаты, и не только мудрецы, но и бизнесмены. Благодаря тому, что они проявляли большое уважение к своим женам. То есть здесь мы видим еще два таких интересных вещи. То есть суббота является тоже своеобразным источником благословения. Когда человек не работает в субботу, когда человек посвящает этот день Богу, в этот день не делает запрещенных работ, он приходит в синагогу, он возносит свою молитву к Богу, он отдыхает в субботу, то сама суббота дает ему благословение на всю следующую неделю. Это очень важно. Дать себе возможность выходной, когда действительно не думаешь о работе совсем, занимаешься собственным ростом, духовным, семье, близким, родным. Это тебе дает возможность добиваться успеха. Как, не знаю, как гонщик Формулы-1, который на болиде гоняет, пытается их обогнать. Но если он не заедет на пит-стоп вовремя, не поменяет колеса, не масло там поменяет, да, что на пит-стопе еще делают, вот, его мотор перегреется, шины лопнут.
Ты, конечно, в этой беготне хочешь быть первым и добиться какого-то успеха, но надо знать время, когда остановиться и взять паузу, посмотреть, подумать, проанализировать, отдохнуть. И это даст успех. Ну, так показывает, по крайней мере, практика. Что один день у тебя должен быть отдыха от Надо работы. исправить это. Телефон отключил, убрал, пофиг. Мои знают знакомые, да, когда-то было тяжело. Что там, как. А сразу люди понимают, что бесполезно человек звонить, что бы ни было, он не возьмет трубку, он не приедет. Если не вопрос жизни и смерти. Ты должен четко понимать, что один день у тебя должен быть отдых. Это золотейшее правило еврейского народа и всех. Так, Борис, подойди, пожалуйста, ко мне. Давай. Смотрите, чтобы вы знали, как выглядят еврейские миллиардеры. Скромный. Он отказывается дать мне интервью. Но дело в том, что если бы не он, то выпуска про Израиль не произошло бы. Потому что вот это его компания, Gradient. И он, когда узнал, что мы едем, решил нас поддержать, помог нам с гостиницей, оплатил ее за хреновую тучу денег. Поэтому операторам и мне есть где здесь спать и жить, и это помогает нам существенно сократить расходы на этот выпуск, а значит сделать его реальным. Потому что каждый выпуск — это хреново туча денег. Самолеты, перелеты, операторы, монтажеры, режиссеры. Все это нужно, чтобы был крутой контент. И вот такие люди поддерживают нас и помогают. Спасибо. У Бориса крутая компания, и они занимаются мобильным трафиком. Если вдруг вам это нужно, интересно, у вас есть приложение, вы хотите трафик, продвинуть его, получить лиды, заявки, то вот посмотрите на эту компанию, я ссылочку оставлю, зайдите, изучите. Это не реклама, он мне не платит, но он сделал все, чтобы этот выпуск произошел. Спасибо ему большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Смотри, так скромные миллиардеры выглядят в Израиле. Реально так. Отслюнявил кучу денег. Понимаете? Кучу. А ходит в обычных джинсиках. Ну, такие здесь скромные люди. Что поделать? К примеру, в субботу еврей не имеет права во времена храма, во времена Торы разжигать огонь. Не было электричества, появилось электричество. Что делать с электричеством? Это как огонь или нет? Теперь поэтому сказали, что по физическим свойствам очень похоже на огонь. Поэтому в субботу я не могу подойти и включить выключатель или включить кондиционер. Но если я запрограммирую его до субботы, чтобы он включался в час, в 3, в 5, да, есть специально называются субботние часы. Ты их программируешь до этого, можно из телефона с таймера запрограммировать. Если ты запрограммировал до, и он включается, то нет проблем. Деньги нельзя ездить на машине. Много разных вещей, которые нельзя делать. И человек, у него случилось, что у него в субботу что-то произошло. Вплоть до того, что нельзя тушить пожар. Но если ты находишься в доме, где есть другие люди, есть опасность для жизни, то, ясно дело, ты тушишь. Да? То есть есть много очень вопросов, у людей могут возникнуть, что делать в субботу. У меня такая ситуация. И они должны пойти к раввину, и раввин должен сказать им. Что здесь проходит за какие собрания? Масонские собрания в масонской терминологии называются масонскими работами. Существует два вида масонских работ. Первый вид масонских работ — это инициатический. Инициатический, когда кого-то посвящают в тот или иной градус. Или назначают какую-то должность. Второй вид работ — это регулярные зодческие. Для того, чтобы перейти в другой градус, нужно сдать определенную дипломную работу. Градус, извините, это уровни, да, у вас называется? Градусы — это уровни, да, это степени. Степени посвящений. Чем выше градус, тем больше доступ к какой-то информации. Скорее, немножко иначе. Чем выше градус, тем больше есть у человека возможности и времени прийти к следующему. Масонство делится на 3 этапа. Первый этап — это символическое масонство. Существует 3 градуса. Это ученик, подмастерье и мастер. Следующий этап, с 4 по 32 градус, это этическое масонство. В 33 градусе заканчивается этическое масонство. Он более такой, знаете, как своего рода награда, да, за прошедший путь. И с 34 градуса по 90 градус это эзотерическое масонство, когда в каждом градусе изучается академически та или иная традиция. Какой у вас градус? Переход из каждой масонской степени в очередную масонскую степень всегда сталкивает тебя вот с этой комнатой. Неважно, в каком масонском ордене ты находишься, в каждой масонской ложе есть комната размышлений. И путь масона в само общество, да, кандидата в масоны,
момент, когда он становится неофитом, начинается с этой комнаты. Это комната размышлений. Во всех масонских ложах существуют определенные символы внутри этой комнаты. К сожалению, раскрыть их вам я не могу. Но показать комнату могу. Ого. Может, зайти будет сейчас? Можно. Один символ я вам все-таки раскрою. Хорошо. Ого. Ого. Комната размышлений. Всю символику. Комната размышлений. А что здесь кровь на потолке делать? На самом деле это бутафория, это краска. Зачем? Комната создана для того, чтобы мы могли здесь, находясь, осознать наш жизненный путь. Никто здесь никого не избивает. Вот. Все это символы, которые интерпретируются нашим мозгом, дают нам возможность понять тот или иной аспект. И что, человек здесь должен в одиночестве сидеть? Человек здесь в одиночестве сидит. Сколько? По-разному. Иногда это может занять полчаса, иногда 40 минут, иногда 10 минут. Как будто один не остался на 40 минут. Ну, страшно. Страшно. Наверное. Витриол. Только из недр земли мы можем добраться до истины. На самом деле это очень грубый перевод. Я специально сказал очень простой фразой, да? Ну, символ именно тот. А зачем теперь? Тоже, чтобы пострашнее было? Ну, на самом деле все просто. Нет, не для того, чтобы ты смог осознать, что наш жизненный путь, он короткий. Это все, что от тебя останется. В лучшем случае, да? Вот. Вне зависимости от твоих достижений в этом мире, взять ты можешь с собой только одно. То количество добрых, гармоничных дел, которые в этой жизни ты успел сделать. Я так и не понял, чем вы занимаетесь. Честно. Собираетесь, что-то обсуждаете. Ну, извините, я простой человек из Сибири. Что вы делаете? Что мы делаем? В первую очередь, это социум. Угу. Это социум людей, которые идут по пути определенного саморазвития. Не каждому человеку этот путь подходит. Угу. Что такое путь саморазвития? Путь саморазвития, когда ты постигаешь ту или иную традицию, когда ты постигаешь то или иное свое «я», на самом деле масоны стремятся только к одному – это гармония. Приведите какой-нибудь пример, чтобы я понял. На простом бытовом уровне. Что значит пройти какую-то ступень? Как вот мне понять? Ну, скажем так, что невозможно, вот я давал недавно пример, недавно, сегодня при общении, да, невозможно пройти определенные ступени, если ты не постиг, например, Платона, да, не постиг государств. Вот если ты не прочел, не постиг, ты дальше двигаться просто не можешь. Потому что следующая степень... Ну да, это книга. Это книги, да. Дальше ты двигаться просто не можешь, потому что не поймешь, что будет на следующем уровне. Даже если тебе его передадут. Это глубокая академическая работа. Это очень много исследований. Это ремесло. Ты изучаешь все в этом пути. Окей. То есть это некоторые, если упрощенно, на бытовом уровне, некоторый объем литературы, книг. Не только литературы и книг, но также система инициации. Когда ты эту традицию можешь посмотреть изнутри. Когда ты можешь постигнуть тот или иной облик. Вот сколько мы не говорили бы сейчас о северных традициях, да? Что такое северные традиции? Скандинавские традиции. Да? Мы не можем постигнуть, если мы не приблизимся. Если мы не посмотрим, как это работает изнутри. Это синтез. Это синтез развития. Это своего рода университет за университетом. Ну, не совсем правильное определение университет за университетом, но это глубокая внутренняя работа. Ну, вы мне можете какой-нибудь пример привести вот этого развития, чтобы я на себя проверил? Да, вот тут недоразвит. Ну, например, если бы вы мне показали мою недоразвитость, не знаю, там, в медицине, в истории, в географии, то вы бы могли мне какие-то элементы... Каждая степень в масонстве показывает ту или иную недоразвитость индивиду. Вот поскольку я... Пока ты не постигнешь эту степень. Если я буду говорить с тобой, например, о левсейских традициях, вот насколько ты знаком, например, с греческой мифологией? Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ну, я не буду следующие вопросы задавать, да? Но вот обязательно в масонстве есть та или иная степень, да, где дают возможность тебе прикоснуться к этой традиции. В этом и есть каждого из нас недоразвитость. Нам дают возможность прикоснуться к той или иной традиции. Очень сложно для простых людей из Сибири.
Давайте перейдем к более простым законам успеха. Что еще? Что еще? Что мы с вами... О, интересная вещь, интересная. Не ставь преграды перед слепым. Что это значит? Вот что это за такое? Что это значит? Ну, я не идиот, я не какой-то там маргинальный школьник, который издевается над незрячими людьми и ставит там кирпичи перед ними. Че, камон. Что мы читаем? Комментарии, да, понимаем, что речь как раз о бизнесе, о делах. Если я заключаю с тобой какой-то договор, да, и знай изначально, что ты не сведущ в этих вопросах, не очень хорошо разбираешься там в аренде там, или что-то, и там мелким шрифтом я приписываю, пытаюсь тебя в этом наколоть, зная, что ты это не увидишь, будешь слепым в этом вопросе, это запрещено. Пользоваться незнанием? Да. Это уже нарушение. Нарушение закона. Не ставь преграду перед слепым. Ты заведомо знаешь, что не разбираешься, ты хочешь человека как бы, ну, просто обману-ка я его, буду я умнее, чем он, да? Прохитрю-ка я его тут в этом моменте. А просто человек в этом даже не разбирается. Слушай, ну ты разрушаешь мир, потому что обычно, вот все, что ты говоришь, это как раз способы заработка. Подхалтурить, подсунуть договор, где, значит, наживиться. Ну и чего, ты говоришь, и чего они добились? Ну, подожди, и так люди зарабатывают вроде бы. Хорошо. Вопрос к телезрителям. Ютуба, ТикТока зрителям. Вы делаете зеркально тому, что говорю? То есть совсем по-другому? Или так же? Вы добились успеха? Халтуря, не предупреждая, пытаясь кого-то наколоть и так далее. Вы обогатились и стали независимым человеком, который способен свои там заработанные деньги аккумулировать и делать лучше, пожалуйста, напишите в комментариях, что это работает. Или наоборот, эти деньги не принесли ничего, кроме головной боли, нервов и всего остального. Круто. Мне кажется, что вот работает все по-другому. Ну, одна из вещей, конечно, возлюби ближнего как самого себя. Написано, Раби Акива говорит, это самое большое правило в Торе. Одно из самых больших правил. Почему только ближнего? Что значит ближнего? Тут кроется очень большой смысл. Ты не можешь любить ближнего, пока ты не полюбишь себя. То есть как самого себя. Если ты не учишься любить самого себя, ты не сможешь полюбить ближнего. Отсюда мы учим о хорошем отношении к окружающим нас людям. Во-первых, мы должны научиться любить себя. Да, это иногда, когда грустно пойти на море, заняться спортом, хочется мороженое или шоколадку, да, съесть это мороженое и шоколадку. Надо тоже себя любить, не надо сейчас какие-то себе искать испытания или приключения, да. И также, когда мы видим ближнего, иногда это дать ему так в плечо дружески, чем я могу тебе помочь, как у тебя дела. Есть один комментарий в Торе, очень интересный. Йосеф, не будем говорить, да, там, один из детей Якова, он пошел за другими братьями. И он не нашел этих братьев, и он встретил пастуха. И пастух говорит, как тебя зовут, я хочу тебе помочь. Комментарий пишет, если к вам приходит человек и первым спрашивает, если я могу вам чем-то помочь, знайте, это ангел. Нету такого, что человек просто пришел, ты даже еще слова не сказал, он говорит, чем я могу тебе помочь сразу? Да, то есть вот это вот отношение к другим людям. Это одна из фундаментов. Это мой скрипт. Всегда, когда мне кто-нибудь что-нибудь пишет, Паша, привет. Я первый, что спрашиваю, чем помочь. Потому что сколько ждать, пока ребята, что-нибудь напишет. Сейчас у вас есть возможность увидеть ангела во плоти, да. Ну, наконец, пошли комплименты, признания. Вы спросите, где крылья? По иудаизму они не должны быть, да? Все да не, ну я просто время экономлю человека и свое, честно говоря. Потому что люди ждут. Когда ты говоришь, чем я могу тебе помочь, он уже сразу как бы, ему не надо 10 предложений до этого сказать. Комплименты, там еще что-то, Паша. Потому что если напишешь сразу по делу, никто же не начнет по делу. А если спросил, чем помочь, так тебе сразу пишут. Мир строится добротой. То бишь, что Всевышний дал нам этот мир для того, чтобы мы улучшали этот мир, для того, чтобы мы раскрывали Всевышнего в этом мире. Когда человек занимается благотворительностью, помогает нуждающимся, помогает, он улучшает этот мир, то как бы Всевышний тоже заинтересован в этом, и поэтому он дает им успех, потому что по большому счету мы говорим, что вот этот человек, он такой удачливый, у него есть мазаль. Мазаль на иврите, что такое мазаль? Это удача, правильно? Вот, так вот, как бы для того, чтобы заработать эту удачу, как бы она тоже нужно сделать какую-то платформу. Возьмите все люди, которые очень состоятельные в Америке, у каждого из этих бизнесменов, миллионеров есть благотворительные фонды. Зайдите на их страничку,
что они делают бакейла, каким они помогают там синагогам или там другим своим конфессиям, какие они делают другие, помогают детям, помогают студентам, помогают другим. То есть как бы у них есть очень широкий спектр благотворительной деятельности. Смотри, деньги, иудаизм против аскетизма, да? Иудаизм, если есть деньги, их надо использовать на службу Всевышнему. Поэтому нет проблем, чтобы ты заработал... Яхту, Челси... Ой, извините, Роман Аркадьевич. Там еще что-нибудь? Смотри, с одной стороны, человеку нужно... Человек захотел эту яхту. С другой стороны, он очень много жертвует. Даже в Хайфе тут есть центр для переживших катастрофу. Многие не знают, но Роман пожертвовал очень большую сумму для этого центра. То есть... Хочется у людей уточнить, какую? Ну, относительно его, там, может быть, несколько десятков тысяч долларов. То есть это не такой уж большой центр, но как бы относительно него тоже небольшая сумма, но это то, что я знаю, маленькая вещь. Я уверен, что там и на российское еврейство много очень денег, наверное, шло. Ну, справедливость ради, надо сказать, вот ему скажут, что он жадный несколько тысяч. Да. Я в Москве, есть центральная синагога, и там есть, значит, такие плиточки благодарности. Тот, кто пожертвовал. Да, тот, кто пожертвовал. И, значит, плиточка поменьше пожертвовал, плиточка побольше пожертвовал. И там, если я ничего не путаю, 3 уровня. Маленькая, средненькая и большая. И вот среди маленьких тоже есть имена очень авторитетных людей. И я так понимаю, что даже маленькую получить надо очень много денежек отслюнявить. Но среди всех этих есть одна плиточка, которая занимает полстены, и там написано «Роман Абрамович». И я думаю, что он нормально так жертвует на благотворительность. Смотри, у денег есть свойства. Его можно использовать в хорошую сторону или в плохую. Тебе никто не запрещает заработать много денег. Вопрос, для чего тебе нужны эти деньги? Тебе эти деньги нужны для своего удовлетворения или чтобы помогать людям. Это твой выбор уже. Но сказать, что деньги — это зло, это неправильно. Дальше мы смотрим на... Вообще, в принципе, в Торе рассматриваются отношения человек-человек и человек-бог. Ну, и я, да? То есть есть разные заповеди, можно сказать, да? Вот. Поэтому с Богом ты можешь договориться в каком-то смысле. С человеком может быть сложнее. Поэтому в день искупления есть такой определенный день, Йом-Кипур, многие слышали, судный день. Ну, судный день, на самом деле, это Новый год. Ну, день искупления, Йом-Кипур. Нужно в 10 дней раскаяния найти человека, которого ты мог обидеть в этом году, и попросить прощения. Потому что в день искупления ты у Всевышнего попросишь прощения сам у него. И он простит. Есть определенный день в году, когда я, например, должен прям сесть и позвонить людям и извиниться перед ними. 10 дней у тебя есть на это. 10 дней? Да, если ты их не сделал за год. И ты реально это делаешь? Ну, конечно, обязательно. То есть ты каждый год выделяешь 10 дней, звонишь, извиняешься? Они конкретные, эти дни. То есть есть день Йом-Кипур, который ты у Всевышнего попросишь прощения за все свои прегрешения, которые ты сделал неосознанно. Но это формальность такая? Ой, извини, тут все это сейчас формальность. Или ты искренне действительно проживаешь? И даже есть закон, что если ты 3 раза просил, человек не простил, ты сделал все, что мог. Если ты знаешь человека, которого ты обидел, как-то, в каком плане, в том числе в бизнес-вопросах, ты обязан добиться прощения. Потому что, во-первых, Бог простит в каком-то смысле, ты можешь раскаяться искренне и получить прощение в чем-то. Человек не всегда. То, что я встречал, в основном, это такая формальность. Типа, ой, извини меня за все. Это вот так должно быть? Искренне в сердцах извинит, то на здоровье. Это нормально. Я просто помню, что у меня был в своей жизни опыт такого тренинга личностного роста, где действительно нужно было звонить и извиняться перед людьми. Да. Но делать это не просто «извини меня за все», а вот прям вспомнить какой-то болевой момент, когда, например, я что-нибудь где-нибудь тебе сделал не так, прям вспомнить его, позвонить и именно четко это сказать. «Извини меня, пожалуйста, за то, что тогда-то, тогда-то я там излишне там, был груб или там, не знаю, отжимал у тебя что-то или еще что-то». И действительно, когда ты это искренне делаешь, очень глубоко, это, во-первых, некомфортно. Я помню, как это было некомфортно. Но на выходе очень сильно улучшались отношения. И я пытаюсь просто понять, вот вы, когда это делаете, вы это делаете вот все-таки для галочки, как все пишут, рассылают такую, знаешь, рассылочку. Извините, у меня сегодня день прощения, все извините. Или ты прям готовишься к конкретному человеку и прям ему звонишь. Да. Кого ты хочешь наколоть в этой ситуации? Нет, дело не в кого. Дело в том, как люди воспримут то, что они сейчас услышат.
Потому что все слышали, что есть День прощения. Все друг другу рассылают вот эти валентиночки такие с сообщением. «Извини меня, извини». Да. И среди иудеев тоже очень много и часто определяются... Я поэтому хочу услышать вот эту разницу между «извини рассылочной» и «извини настоящим». Смотри, среди иудеев тоже, понятно, есть такой мувитон где-нибудь у себя в соцсетях разместить фотографию «Прошу всех простить, кому сделал». Но это больше от того, что ты, может быть, кого-то мог забыть. Хорошо, или действительно, я тебя перебью. Да. Как правильно извиняться? Искренне. Это как? Вот давай сейчас «извини меня». Это искренне? Ну, смотри. Думаю, искренность, она должна быть конкретной, как ты правильно сказал, конкретная вещь. К примеру, Павел, извини, что я заранее недостаточно хорошо подготовился к нашему интервью, нам пришлось прервать съемку, и ты мне дал правильное указание к нему, я пошел подготовился, составил себе перечень ответов, и я не посмотрел твое интервью там, с Дубаями, хотя я мог это заранее сделать. Извини, что я подошел к вопросу съемки халатно, но как бы смолодушничал. Был занят другими делами. Надеюсь, что сейчас мы запишем хорошее интервью. Окей, давай теперь разложим это на правила, чтобы человек, который посмотрел, смог это применить. Что было вот в этом извинении такого, отличающегося тоже просто, я говорю, извини? Конкретизация. Искренне в чем-то. Я знаю, в чем я был неправ, я признаю там свою какую-то вину и ошибку. И с надеждой на будущее даю как бы, ну, как авансом прошу прощения, что в дальнейшем у нас может все быть налажено и лучше, и я еще себя в твоих глазах оправдаю и свою репутацию поправлю. То есть и это прям в Торе написано, что нужно вот так извиняться? Ну, обязательно, да. Ну, искренне. Да, конечно. Слушай, мне это очень откликается, потому что мне бы очень хотелось, что люди, посмотрев это видео, не просто так, ну все понятно, надо было извиняться. Мы и так это слышали. Да, окей. А увидели на практике, да, как это работает. Я думаю, что те, кто смотрели, они заметили, что в этот момент, для тебя это же было не очень комфортно. Правильно? Признаваться в каких-то моментах. Конечно. Правильно? И вот этот момент, когда ты действуешь, совершаешь вот это действие немного некомфортно для себя, признаешься в каких-то там, допустим, ошибках, хотя у меня нет претензий, да, в этот момент улучшаются отношения. Между людьми. Конечно. И это и есть формула успеха еврейского общества. В том числе, потому что, когда ты искренне по-настоящему извиняешься за что-то, что ты сделал, ты признаешься в каких-то своих ошибках, то ты понимаешь, что с этим человеком приятно вести дела. В том числе. Ты понимаешь, что он как бы не живет по одной и той же пластинке, а он может отрефлексировать, может заметить свое поведение со стороны, скорректировать его. И это формирует доверие большое. Да. Вот это же работает. Это работает, 100%. Слушай, я думаю, что очень много людей, которые пишут в Ютубе комментарии негативные. Да. Про тебя, наверное, какой-нибудь плохой напишет. Пишите. Не все из них потом способны осмыслить это и извиниться не просто на словах, что извини меня», а по-настоящему признаться в этом и искренне извиниться. Мы переходим плавно к другому этому закону, когда мы, в принципе, что-то по человеку говорим нелестное. Есть закон лашон ара, злоязычие. Ужасный, страшнейший грех, когда не только ты человеку делаешь конкретному, плохо в чем-то, да, а когда ты обсуждаешь кого-то еще за глаза, да, потому что... Это запрещено в Торе? Ужасная тема, ужасная, прям вообще одна из самых таких карающихся часто в истории еврейского народа. Да. То есть о человеке другом, который нельзя говорить плохо. Когда его здесь нет рядом. Когда есть, тем более, и когда нету, тем более. Потому что делаешь плохо троим людям. Страдаю я, страдаешь тот, кто невольно это слушает, и о том, ком говорят. Его репутация и так далее, и так далее. Слушай, это тоже очень важно, потому что на работе же часто такое бывает, очень что часто, в курилке конечно, кто-нибудь, там Вася, он же дурачок, и так далее. Конечно. И в этот момент, когда человек так делает, он закрывает свой потенциал, что у него что-то получится. Нужно, во-первых, ты сразу можешь понять, что если он говорит о ком-то другом, может, и тебе так рассказать, другой компании. Точно же, да? Ты так будешь воспринимать. Вы, наверное, на пути своего становления, развития тоже приходили к каким-то осознаниям. И сейчас иду. И наверняка находили какие-то зоны, где вы ошибались. Смотри, вся наша жизнь – это ошибки, исправления Сейчас, извините, по-еврейски не съедете. Так, хорошо. Я хочу услышать от вас предметный вопрос, предметный ответ. Где вы в своем прошлом ошибались и на пути изучения Торы, например,
вы поняли, что надо действовать иначе? Я дам пример один из со школы. Не то, что я ошибся, да, но вот я дам пример один из со своей школы. Когда-то нам задали вопрос: у тебя есть возможность украсть $1 миллион, но никто в мире никогда не узнает, что ты украл. Украдешь ты или нет, я не думаю дважды, конечно, написал, что я украду. Если тебя никогда не поймают и ничего тебе на это не сделают. И со временем, да, когда начал приближаться, когда начал изучать Тору, я понимаю, что даже если у тебя есть возможность получить что-то нечестным путем, и об этом никто не узнает, это все равно не принесет благословения, это не даст нужный результат, который ты хочешь. Поэтому, опять же... Наверное, потому что вы-то уж будете знать об этом. В первую очередь. Ну, скажем так, с собой я, может быть, найду общий язык. За $1 миллион. Да, за $1 миллион я могу найти, как уладить эту проблему. Многие, соответственно, успешные там коучи говорят: делегируй, да. Вот моя точка роста. Я очень тяжело. Хочешь делать что хорошо, делай сам. Да, есть такая вещь. Но мы тоже читаем, опять-таки, в Торе про Моисея, к которому ходили куча людей с вопросами. Он занимался всем этим раввинской деятельностью, суды, шмуды, кто кому должен, что. Он просто обалдел. Он говорит: как можно, вообще жизни нету. И там тесть говорит: так поставь, в общем, руководитель над 1000, руководителя над 500, над сотнями, над 50, над 10. То есть склонируй себя, чтобы у 1000 человек был лидер, у 500 был и так далее, и так далее, и так далее. Руководители отделов, не знаю. Но кто эти люди? Богобоязненные, которым можно доверять и так далее, и так далее, и так далее. То есть, говорит, не просто как кого-то возьми. Возьми там хорошего менеджера. Возьми человека, который богобоязненный и определенными качествами соблюдает. То есть Тора, наоборот, как бы заставляет, рекомендует делегировать. Да, это прописано тоже. 3000 лет назад говорит: ты не делегируй, не надо все на себя брать, ты не вывезешь. Ты не сможешь руководить всем этой толпой еврейского народа. Делегируй. Возьми глав колен, возьми достойных людей. Но достойных людей. Не кумовство там решает, да? Нет. Хотя тоже там был эпизод в Торе, когда хотели предпринять бунт и обвинить Моисея с Аароном в кумовстве в каком-то. Все там закончилось печально. Но не с этим связаны вещи. А действительно, человек был богобоязненный, и которому можно доверить свое дело. Делегировать кому можно доверять. Есть закон с точки зрения простой работы на рынке. Это в то время была торговля на рынке. И написано просто про весы и гири. Что гири должны быть четкими в плане. Килограмм – это килограмм, 100 грамм – это 100 грамм. Ни больше, ни меньше. Ты не можешь обвешивать покупателя даже. И это тоже написано в Торе черным по белому. Потому что если, не дай бог, я сделал ужасную вещь и кого-то что-то своровал, а это с точки зрения Торы очень-очень-очень плохо, то я могу в какой-то момент раскаяться, попросить о прощении, вернуть тебе все, и, может быть, на этом мы и порешали. И я в сердцах был неправ, не знаю, бес попутал, что-то случилось. Но если я веду свой бизнес нечестно с точки зрения вот весов, то я никогда не найду тех людей, кого обвесил. Был поток людей, поток покупателей. И в какой-то момент я вдруг, раввин или кто мне сказал: так нельзя делать. Я такой: да ладно, я не знал. Мало ли вдруг. И иногда не найду тех людей, чтобы просить у них прощения, то, с чего мы начали. Мой грех останется на мне на все время. То есть не обманывай покупателя. Конечно, нельзя. Ну, давай вот разберем, потому что это такая тонкая тема. Вот смотри, с весами на рынке понятно. Да. Если у тебя весы килограмм помидоров, все понятно. Давай разберемся. Например, ты вот хочешь купить такую шляпу. Да. А я ее хочу тебе продать. Да. Да? Но я же хочу на этом заработать. Конечно. Соответственно, я-то ее купил дешевле, Да. например, за 100 рублей, Ну, а продаю тебе за 200. Ну, конечно. И ты меня спрашиваешь, сколько стоит? Я тебе Да. говорю, 200. Ну, В этот момент обман или нет? нет, почему обман? Если я готов купить это за 200, в чем вопрос? Ну, то же самое с помидорами. Нет. Я спрашиваю, сколько стоит килограмм помидор? 200. Сколько ты мне за 200 их отдаешь? 900 грамм.
Ты меня на 100 грамм обманул. Окей, то есть вопрос не в цене, да? Ну, например, хорошо, давай другой вопрос. Например, ты говоришь, сколько шляпа, я тебе говорю 200. Да. А ты у меня спрашиваешь, а закупка у тебя какая? Ну, так вот, почему-то ты решил узнать. Ну. Я могу тебе сказать неправду? Коммерческая тайна, можно сказать. Не, ну ты требуешь, большие контракты же бывают такие, и они требуют прозрачности. И они говорят, вот ты должен прозрачно нам сказать свою закупочную стоимость. Вот в этот момент можно обмануть или нет? Вот если миллиардер... Нет, смотри, может быть, есть какие-то нюансы в этом. Может быть. Есть какие-то лазейки. Может быть. Я, видишь, к сожалению, не знаю. Но я думаю, что нет. Ну, еще раз. То есть я должен тебе признаться, что я купил за 100. Врать нехорошо. Да, в принципе. Вот это разберем. Я должен тебе признаться, что я купил ее за 100. Я думаю, да. Может быть, есть какие-то нюансы. Окей. Может быть, есть какие-то нюансы. Окей, но ты мне говоришь за 100, и в этот момент ты говоришь, слушай, ну тогда за 200 ты уже разжирел в 2 раза. Давай тогда за 120. Но это торговые рыночные отношения, это начнется с торговли. Правильно, секундочку. Но они основываются на том, что ты теперь получил доступ к моей внутренней информации. Ну, потому что такие требования предъявил. Сказал, что я по-другому покупать не буду. Вот как тогда поступать нужно? Ты как раввин, что мне посоветуешь? Я тебе советую не врать. Но, может быть, есть какие-то нюансы, какие-то детали, которые нужно посмотреть. И я знаю, что есть, скажем, у нас в Москве раввины, которые точно ответят на этот вопрос более компетентно, чем я. То есть есть раввины, которые на мой вопрос могут ответить? Да, да. И я признаю, что я не эксперт в данном кейсе и направлю. Да? Мне не стыдно признавать свое незнание в чем-то. Я знаю, где подсмотреть. Я знаю, где там какой-то томик Талмуда открыть и посмотреть, ага, а если у тебя требуют, то здесь не может состояться это как бы... Ну, окей, давай разберем. Но понимаете, что... Смотри, теперь вот давай на моем кейсе. Вот мы столкнулись с вопросом, который я тебе задаю, профессиональный, но ты мне не можешь ответить, и говоришь, я некомпетентен. Дальше. Ты меня, правда, направишь к другому раввину. Конечно. Который в этом разбирается. Либо я возьму тайм-аут, скажу, нужно посмотреть в книгах, когда сейчас... Теперь, чтобы я от этого раввина получил эту консультацию, я им должен что-то заплатить? Нет, конечно. То есть это все бесплатно? Да. Ну, да, в смысле. То есть, получается, раввины – это такое большое сообщество бесплатных коучей, консультантов по этике, по тому, как правильно принимать бизнес-решения для того, чтобы не нарушать вот эти такие этические законы. Но опять-таки, если захочешь меня как-то отблагодарить за мое потраченное время, то, понятное дело, там ни я, ни ты не будем возражать. Это не коррупционный там элемент или что-то. Потому что, кстати, насчет там воровства, раз мы начали с этого, то самое страшное – украсть человека время. Потому что это тот долг, который не сможешь вернуть. Никогда. Да? Поэтому, если ты ценишь мое время, ты можешь... Ну, во-первых, часто эти люди являются спонсорами общины, и, в принципе, тот же самый там, раввин живет за счет дотации этого человека. Да? То есть община же выбирает, кто у них раввин. Община же выбирает, кто служит раввинами в общине. Правильно? Община же дает деньги, да, и раввин, соответственно, получает свою зарплату. Он нанятый сотрудник этой общины. В Москве там, или в городе много же общин. У нас там в Москве, Боже помощь, там больше 30 синагог. Кто-то ходит в это, кто-то ходит в эту. Кто-то заносит свои там кровные в эту общину, кто-то в эту. Окей. И, конечно, это же раввин. Раввин может параллельно заниматься своим бизнесом, какими-то делами. Ну да, а что из такого? Ну, я, к примеру, там часто зарабатываю абсолютно не еврейскими раввинистическими делами. Я по образованию режиссер эстрады, массовых праздников, делаю мероприятия, организовываю, провожу там свадьбы. Сейчас рекламная пауза. Да, свадьба, похороны, обрезания. Михаил Ставропольский. Спасибо. Но не суть. Вы же с разными людьми общаетесь. И наверняка вы встречали людей, у которых как-то жизнь не очень складывается. В личной жизни, профессиональной, несчастливы, еще что-то. В чем в основном люди ошибаются? Если посмотреть глазами еврея, религии и той нации, у которой все хорошо в основном. Смотри, я, по крайней мере, то, что я думаю, одна из самых важных вещей и в иудаизме, я думаю, всего человечества, это найти правильную половину своей жизни. Да, потому что в иудаизме написано, что когда человек рождается, до рождения у него душа была целая, и когда спускается в этот мир, Всевышний разделил на 2 половинки. Одну отдал мужчине, другую женщине. И цель – найти именно свою половинку. Почему? Чтобы стать целым. Когда ты целый, у тебя жизнь происходит полноценная. А когда ты находишь не свою половинку,
Или когда ты остаешься один. А что, одному тоже хорошо жить, теоретически, да? Тебе не надо давать отчет, ты можешь не мыть посуду, можешь грязное белье раскидывать по квартире, ты никому ничем не обязан. С одной стороны, тоже хорошо. С другой стороны, эффективность нашего создания, оно половина, а может быть намного-намного больше. Поэтому то, что я рассказываю молодежи, и то, что я думаю, что очень важно в жизни, это найти свою вторую половину настоящую, стать единым целым, и тогда уже жизнь пойдет правильно. Во многом люди, опять же, это свобода выбора человека, да? Никто тебе не говорит, на ком жениться и когда жениться. Но очень много из-за неправильного выбора у человека появляются проблем. Из-за того, что он неправильно. Ну, человек может выбирать иногда правильно, иногда нет. И это великолепие иудаизма, что у всех есть свобода выбора. Тебе не заставляют что-то делать, не заставляют жениться, не заставляют любить. Тебе есть свобода выбора, и ты уже сам решаешь, это хорошо или плохо, делать это или нет. Вы нашли свою половину? Я, конечно, нашел. Ты не смотри, я тут сияю, жизнерадостный, веселый. Был бы такой сейчас. Мямлил бы, если бы нашел. Институт семьи. Институт семьи. К сожалению, в последнее время есть очень большая эпидемия, даже очень большие киты. Как говорится, есть эпидемия разводов, есть эпидемия, не дай бог, еще как-то других вещей, которые вообще неприемлемы иудаизмом. А как мы, если мы посмотрим внимательно в нашу Святую Тору, что наоборот, институт семьи, это дает максимальное благословение, в том числе в материальном. Как сказано, что благодаря чему разбогатели мудрецы и бизнесмены Иерусалима, благодаря тому, что они уважали жен их. То есть что мы видим, что то есть они как бы были хорошими мужьями, они как бы уважали жен, они считались чувствами своих жен, они относились к ним щепетильно, то есть они как бы проявляли им уважение, и как бы, потому что здесь тоже есть определенный принцип бумеранга. Почему? Потому что муж обязан обеспечивать свою жену. Он подписывает этот брачный контракт. А Всевышний как бы подписал контракт, что он нас обеспечивает. Мы как бы его жена, он как бы наш муж. Он нас обеспечивает. Поэтому получается, что когда мы уважаем наших жен, мы стараемся обеспечивать наших жен, мы стараемся быть внимательны, щепетильны к нашим женам, то Всевышний как бы тоже говорит, жена зависит от тебя, правильно? А ты зависишь от меня, от Всевышнего. Когда ты щепетильно, чувственно относишься к жене, к ее желаниям, к ее уважительно относишься к ее потребностям, то как бы Всевышний тоже прислушается к твоим потребностям. То есть как бы это понятно, это принцип этого своеобразного, как говорится, мера за мера, принцип бумеранга. Вот эти все теоретические концепции про то, что мысли позитивно, все будет хорошо, люди слышали. Но реальность в жизни другая. Встречаешься с какими-то людьми нехорошими, кто-то кого-то обманывает, кто-то кого-то подставляет. И вот сейчас, если любого человека, кто сейчас нас смотрит, спросить, есть ли вокруг вас какие-то неприятные люди? Редиски. Редиски, да. Они точно, каждый из нас составит список. Как можно всех любить, ближних? То, что написано в книге Таня, одной из хасидских книг, да, то, что мы очень часто смотрим на оболочку человека. И мы не знаем предысторию, почему он стал таким человеком. Возможно, это воспитание. Возможно, это друзья, которые его окружали. То есть человек не рождается, согласись, человек не рождается плохим. Нету такого, что он родился уже злой, убийца, кровожадный и так далее, какими-то плохими качествами. Человек как-то повлияло на него воспитание, друзья, что он стал не совсем хорошим. Если мы смотрим на его оболочку и говорим, оболочка – это самое главное, что есть у этого человека, то мы правда не можем любить, согласись, да? Потому что каждый сейчас посчитает людей, которых он ненавидит, но правда можно найти много таких. Но если мы понимаем, смотрим на внутреннюю часть человека, которая скрыта за этой оболочкой, то там можно найти правда много хорошего. Если вы хотите смотреть, искать хорошее, я думаю, можно найти.
Если вы хотите видеть в плохом человеке плохое, я думаю, тоже так можно оставить. И выбор за вами. Видеть в человеке плохие вещи или хорошие. Иудаизм говорит, что если мы будем видеть хорошее, человек может измениться в лучшую сторону. Если мы, более того, написано даже, если мы говорим про человека хорошие вещи, он изменяется в лучшую сторону. Если говорим не очень, он может измениться в другую сторону. Каждый решает, что для него важно. Оболочка или внутреннее содержание. Хорошее или плохое. Свобода выбора. Хорошо, я сразу с козырей, из тяжелых вопросов. Да. В Гитлере тоже было что-то хорошее? Смотри, если мы скажем, что Всевышний не сделал Гитлера, значит, Всевышний не всемогущ, и значит, есть кто-то в этом мире, который не подчиняется Всевышнему. Значит, у Гитлера была какая-то миссия. Всевышний его послал в этот мир для какой-то миссии. Для чего? В наше время, я думаю, тяжело объяснить, а может быть, даже невозможно. Написано, что когда придет Мессия, когда придет Машиах, нам раскроется, какая была цель того, что он пришел в этот мир. Но я слышал от одного раввина очень интересную вещь, что если человек родился, значит, Всевышний решил, что без этого человека не может существовать мир в данном моменте. То есть почему человек рождается? Потому что Всевышний понимает, что сейчас мир не может продолжать существовать, если ты сейчас не родишься. И у тебя сразу, когда ты рождаешься, такое, да, у тебя сразу такая радость, такая важность того, что ты сейчас находишься, потому что Всевышний хочет, чтобы ты тут находился. Опять же, в самых больших злодеях искать добро, может быть, никогда мы и не найдем. Но наверняка у Всевышнего, точнее, не наверняка, у Всевышнего был план, для чего он это сделал. Иногда это раскрывается, иногда нет. У каждого человека, и еврея, и нееврея, есть смысл, ради чего он живет. Нет бессмысленного ни одного творения, которое создал Всевышний, у него нет смысла. Это очень важная вещь, она касается всех людей в этом мире. Какие существуют? Ну, просто не все знают, какой смысл. Так вот, когда человек немножко начинает что-то узнавать про Всевышнего, я не говорю, что каждый еврей должен изучать какие-то все еврейские законы, но все, что связано про знание, про Творца, что есть Творец, что он, в принципе, хочет от людей, это написано, это можно узнать. Есть 7 заповедей Ноха, которые, одна из них по поводу, что есть Творец, она объясняет эти все вещи. Хорошо, давайте на простом, конкретном примере. Да. Сейчас здесь сижу я. Да. Как мне понять про себя, в чем мой смысл? В чем мое вот это предназначение на этой планете? Как это сделать? Чтобы на этом примере любой другой человек, посмотрев, смог повторить. Во-первых, у каждого человека есть способности, которые дал ему Всевышний. Так, как мне это понять? Секундочку. Способности имеется в виду. У каждого человека есть склонности, способности, которые у одного больше это, а у другого больше что-то другое. Так. То, во-первых, если человек эти способности развивает и, как это сказать, разрабатывает и в хорошем направлении их вкладывает, уже видно, что что-то из того, что хочет от него Всевышний, он в этом мире проявляет, без сомнения. Можно я сейчас попробую перевести? То есть, как понять, что у тебя в чем-то есть способность? Ты пробуешь, делаешь, и если у тебя в этом направлении что-то получается, ты видишь отклик от внешнего мира, тебе легко это дается, ты движешься вперед, то это и есть твоя способность. Надо дальше развивать. Смотрите, один человек есть художественные способности, у другого артистические, у другого технические. То есть, если он в том направлении, которое у него видно, что он в этом направлении преуспевает и может двигаться, он себя проявляет в положительную форму не для того, чтобы разрушать все вокруг, а наоборот, чтобы созидать, то видно, что уже он многое делает из того, что хочет Всевышний. Понятно, еще не все, но видно, что многое. Во-вторых, если он, я даже здесь говорю не про еврея, соблюдает 7 заповедей Ноя, какие, например? Я имею в виду не убивать, не красть, верить во Всевышнего, не заниматься идолопоклонством и другие из этого заповеди. Он уже многое делает, этот человек. А если вы скажете, что все это делают, даже народа мира далеко не все. Это точно. Понимаете, далеко не все. Казалось бы, вещи как бы простейшие, но далеко не все. Всевышний не требует, например, с народов мира то, что он хочет от еврейского народа. Еврейского народа он хочет больше. Но при этом это не значит, что это унижение или преуменьшение. Каждый должен делать то, ради чего он создан. И тогда он будет достойным
того, ради чего он существует. Это очень важная вещь. Нет ничего бессмысленного. Есть связь между всеми вещами. И если каждый человек это делает, то он воплощает, во-первых, самого себя проявляет и волю Творца. Это в самых простейших вещах, в каждом действии. Именно в повседневной жизни. Возьмите слово «милость» и возьмите слово «молитва». Они как бы похожи друг на друга, правильно? То есть человек должен уметь знать, что есть Творец мира. И он должен обращаться в молитве к Творцу мира и знать, что по большому счету его успех, его процветание, оно все в руках Творца мира. Поэтому если каждый человек вознесет свою мольбу, свою молитву к Творцу мира, то это является одним из важных факторов того, что он знает, что да, он не сидел сложа руки, он сделал максимум, что он мог, даже больше этого. Но все-таки он возносит мольбу Творцу мира, что слава Богу, что ты дал мне силы, слава Богу, что ты меня свел с нужными людьми, слава Богу, что ты дал мне успех моего дела, слава Богу, что здесь еще много было разных других совпадений, что, слава Богу, что все это вместе в конгломерате сделалось, и поэтому я преуспел. То есть успех, он очень многогранный, очень многопрофильный, многогранный. И поэтому, когда ты связан с главным режиссером, а главный режиссер – это Всевышний, то теперь, конечно же, молитва – это очень сильная вещь, когда мы молимся Богу и просим, чтобы Он дал нам то, что нам необходимо, и мы просим добро себе, добро другим людям, конечно же, Всевышний слышит нашу молитву, и, конечно, Всевышний дает нам успех. Последний вопрос. Он наш традиционный, самый сложный. Поскольку мы с вами снимаем для YouTube, то это видео переживет вас и меня, скорее всего. Нет, чисто технологически. Нет. Материальную оболочку, Паш, не душу. Окей, материальную оболочку. Да. И это значит, что наши с вами праправнуки в теории могут захотеть узнать, кто же стоял у истоков, и захотят погуглить, или как это будет называться, и, возможно, найдут вас. И представьте, что у вас есть 1 минута, чтобы отправить сообщение своим праправнукам через 500 лет. Что вы им скажете? Не из простых вопросов, да, как Паша уже сказал, что один из самых трудных вопросов, наверное. Я не знаю. Мы уже говорили про это. Скажу слова Раби Акива, который был один из самых на протяжении всей истории мудрецом больших еврейского народа. Возлюби ближнего, как самого себя. Чтобы через 500 лет наши внуки, правнуки и правнуки, когда смотрели это видео, всегда знали, что в жизни будет много разных ситуаций. Иногда они будут более хорошие, не менее хорошие. Но во всем надо искать только хорошее, во всем надо понимать, почему Всевышний послал эту ситуацию, ее принимать с радостью и видеть, опять же, возвращаясь к нашему разговору, и видеть в людях хорошее. И тогда все плохое уйдет. Надеюсь, наши внуки прислушаются к этому. Супер, спасибо большое. 5. Классно. Я люблю музыку, это мое хобби. Ты можешь нам сбацать немножечко? Сбацать? Так говорят сейчас сбацать? Или это уже потому, что мне 35? Зачитал. Я тебе зачитал. Да. Еще, и можно, если по нашей теме есть, вообще классно. Про бабки? Есть так, просто про... называется трек «Стратегия». Давай. Вот, аллюзия на то, что мы должны представить, что есть у мира программист. Что мы как будто в некой реальности, и у этого есть создатель. Да. Словно как программист создал игру. И мы должны играть по его правилам. Иначе игры не случится. Или мы там погибнем, или не получим бонусного уровня. Вот такая вот у меня есть тема. Давай. Просто капелла. Ну, давай. Я могу что делать? Нет, ничего, я сам.
Эй, веселей, братан, не кисни, хочешь разобраться, в чем смысл жизни? Тору читай, учи хасидут, тогда твои поступки смысл обретут, в жизни тебя ждут новые свершения, где-то обрезание, в основном прибавление. Не отказывай себе в этой привилегии, мы лучшие геймеры в жизненной стратегии. Давайте представим, что мир сотворен по принципу игры, в которую ты вовлечен, в реальность играешь, прожигая дни, только жизнь потеряв, заново игру не пройти, но программист, который создал виртуальный мир, инструкцию для юзеров к нему приложил. Ты можешь раз за разом жизнь терять, но нужного артефакта так и не достать. Но стоит тебе открыть мануал своего персонажа, без проблем прокачал. Намек, надеюсь, понят, замечена параллель. Есть верховный программист, хотя бы в это поверь. После того, как люди наделали костяков из всех народов, он выбрал самых опытных игроков, вручил им Тору, как бесценный дар. Ты действительно ламер, если ее не читал. Эй, веселей, братан, не кисни, хочешь разобраться, в чем смысл жизни? Тору читай, учи хасидут, тогда твои поступки смысл обретут, в жизни тебя ждут новые свершения, где-то обрезание, в основном прибавление. Не отказывай себе в этой привилегии, мы лучшие геймеры в жизненной стратегии. О, это вообще очень круто. Ну да, раунд тут не получится, потому что с моей стороны, может быть, только подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики. Отлично, друзья, спасибо. И если провели это время с пользой, мы очень рады. Главное правило – возлюби ближнего, как самого себя. И все будет четко.